В последние годы стало очень модным очищение организма. А нужна ли организму чистка? Что об этом думает медицина? Давайте сегодня поговорим на эту тему. Здравствуйте, мои хорошие! Праздники подходят к своему логическому завершению, и, к сожалению, дабы избавиться от последствий застольных излишеств, многих посещают мысли устроить своему организму грандиозную чистку и удалить накопившиеся в нем шлаки и токсины. Думаю, сейчас самое время разрушить наиболее распространенные мифы, связанные с очищением организма. Начнем с того, что в традиционной медицине вообще не существует такого понятия, как шлаки. Это изобретение сугубо альтернативной медицины, которое не подкреплено никакими научными исследованиями. Что же касается токсинов, то под этим термином принято понимать биологические яды, поступающие в организм извне, или вырабатываемые опухолевыми клетками, бактериями, вирусами, грибами, паразитами, например, гельминтами, непосредственно в больном организме. Организм человека – сложная, четко работающая система, которую ни в коем случае не стоит сравнивать с механизмами. Регулирование происходящих в нем процессов происходит самостоятельно и не требует вмешательства извне. В здоровом организме при условии нормального функционирования внутренних органов нет угрозы накопления токсинов, а тем более потребности в дополнительных мерах для его очищения. Единственные органы, которые действительно требуют ежедневной помощи и чистки извне – это зубы, и то лишь потому, что пища современного человека зачастую имеет мягкую или жидкую консистенцию и богата сахарами, что пагубно сказывается как на функции самоочистки зубов, так и на состоянии кислотно-щелочного баланса полости рта. Однако действительно и есть опасные состояния, при которых организм самостоятельно не может справиться с токсинами. Сюда следует отнести наркотическое, пищевое, алкогольное, лекарственное отравление, а также последствия тяжелой болезни. Но в этих случаях определить тяжесть поражения организма и назначить правильное лечение может только врач. Перед тем, как начать обсуждение широко разрекламированных методик очищения, очень важно понять, какие процессы происходят непосредственно внутри организма, какие органы и системы стоят на страже нашего здоровья, защищая его от действия токсинов. Начнем с процесса пищеварения. Пережеванные и прошедшие первичную химическую обработку ферментами слюны еда, миновав ротовую полость, движется по пищеводу и попадает в желудок, где под действием желудочного сока, своеобразного коктейля из ферментов и соляной кислоты, происходит ее химическая обработка. Здесь же начинается процесс всасывания в кровь воды и спирта. А далее в виде кашеобразной массы пища оказывается в двенадцатиперстной кишке, в которой происходит основной процесс переваривания. Ферменты кишечника, поджелудочной железы и желчь, выделяемая печенью, расщепляют пищу на питательные вещества. После чего пищевой комок продвигается в тонкий кишечник, где в основном происходит всасывание в кровь расщепленных пищевых продуктов. Вместе с током крови питательные вещества поступают в печень, главную химическую лабораторию организма, которая осуществляет их дальнейшую обработку. Здесь происходит обезвреживание поступивших с пищи ядовитых для организма веществ. В толстом кишечнике продолжается расщепление оставшегося пищевого комка, но этот процесс уже происходит менее интенсивно. Стоит отметить, что большое значение для правильного пищеварения имеет кишечная микрофлора, а именно ее количество и состав. Кишечник здорового человека содержит в среднем около 100 триллионов микроорганизмов из более чем 500 видов, основная масса которых выполняет ряд важных функций, например, анаэробное пищеварение неиспользованного материала, тренировка иммунной системы, а также предотвращение роста вредных микроорганизмов. Непереваренные остатки пищи выбрасываются из организма в виде испражнений. В толстом кишечнике происходит также образование газов – аммиак, углекислый газ, водород, сероводород, которые нужны для стимуляции его работы и проталкивания каловых масс к прямой кишке. Еще одним важным органом, участвующим в защите организма от ядовитых веществ, являются почки. За сутки через почки человека проходит более 200 литров крови. За 1 минуту приблизительно 1 литр.
Фильтруя кровь, почки выбирают из нее продукты распада, токсины, мертвых и не совсем мертвых микробов, а потом вместе с плазмой крови направляют эту смесь по мочеточникам к мочевому пузырю, откуда они в свою очередь уже и выводятся из организма. Вообще, понятие «чистка организма» звучит не совсем правильно. Согласитесь, ведь чистят то, что грязно. А как мы с вами уже убедились, организм проводит эту работу сам. Особенно сторонники альтернативной медицины любят чистить печень, желудок, почки, кровь, но больше всего кишечник, аргументируя накоплением в нем шлаков, каловых камней и гельминтов. Развеем эти мифы. Во-первых, в стенках кишечника и на его поверхности невозможно накопление никаких вредных веществ, так как каждые 3 дня происходит полное обновление тканей, покрывающих внутреннюю поверхность кишечника. Во-вторых, действительно существует такая патология, как кишечные камни. Однако это явление крайне редкое и в 99% случаев встречается при различных болезненных изменениях, вызывающих задержку продвижения каловых масс или их застой. В-третьих, никакое очищение не способно удалить из зараженного организма гельминтов. Подобные процедуры могут лишь осложнить течение заболевания, спровоцировав миграцию паразитов по всему организму. Еще одно заблуждение гласит, что очищение кишечника прибавляет жизненных сил, бодрости и здоровья, так как после этой процедуры организму не нужно затрачивать энергию на утилизацию и вывод отходов. Со стороны эти доводы могут показаться резонными, однако современной науке неизвестны подобные механизмы перераспределения энергии в человеческом организме. Их попросту не существует, а чувство легкости, описываемое прошедшими процедуру, является банальным самовнушением. Доводы о положительном влиянии очищения на похудение, укрепление иммунитета, избавление от прыщей и воспалений кожи также на поверку оказываются безосновательными, так как деятельность кишечника никак не связана ни с избыточными жировыми отложениями, ни с состоянием иммунной системы, ни с образованием прыщей. Конечно, если речь не идет о дисбактериозе, который, к слову, и можно заработать при проведении систематических чисток кишечника. Самостоятельно чистить кишечник любят также с помощью клизм, активированного угля и слабительных. Проведение подобных манипуляций оправдано только в случае крайней необходимости, перед операциями, медицинскими обследованиями или по медицинским показаниям, заболевания, сопровождающиеся запорами. В случае чрезмерного увлечения очищением кишечника можно приобрести целый ряд заболеваний, начиная от хронических запоров и дисбактериоза вследствие вымывания жизненно важных для пищеварения бактерий, вплоть до нарушения моторики кишечника и разрыва его стенок. Единственное, что действительно может улучшить работу кишечника, это правильное питание. Для улучшения работы кишечника следует включать в свой рацион богатые клетчаткой морковь, капусту, яблоки и отруби. Не забывайте о пользе настоящего кефира и йогурта, которые богаты молочно-кислыми бактериями. Печень и желчный пузырь тоже не обделены вниманием любителей чисток. По их словам, под действием накопившихся токсинов происходит постепенное разрушение печени, из-за чего возникает высыпание на коже, аллергии, набор лишнего веса и множество других проблем. Начнем с печени. Печень очистить невозможно, потому что очищать ее не от чего. Эту функцию она выполняет самостоятельно. А в желчном пузыре действительно могут образовываться камни, но попытки сознательно почиститься от них почти 100% закончатся в больнице, где вы будете освобождены от камешков и заодно от пузыря с помощью хирургического скальпеля. Токсины в кровоток могут попадать в том случае, если печень по причине воспалительных процессов не справляется со своей работой. Но эти состояния уже являются серьезными заболеваниями, которые лечатся только в медицинских учреждениях. Очень опасным является метод очищения печени с помощью употребления коктейля из растительного масла, желтка и лимонного сока, особенно в сочетании с прогреванием правого бока. В этом случае подвергается огромной нагрузке не только печень и желчный пузырь, но и получает серьезный удар поджелудочная железа. Использование данного метода нередко приводит больных к смерти или награждает ранее здорового человека панкреатитом, хроническими заболеваниями желчного пузыря, поджелудочной железы, кишечника. Что касается почек, сторонники очищения организма, дабы избавить их от песка и камней, и, как они думают, очистить организм от токсинов, прибегают к мочегонным средствам.
В ход идет все, что обладает мочегонным эффектом: морсы, травяные сборы, арбузы, минеральная вода, даже пиво. Действительно, в почках происходит образование кристаллов различных солей, но это нормальные явления, и при правильной работе организма они выводятся, не доставляя беспокойства. Однако при нарушении работы почек возникает соляной осадок, из которого и образуются камни. Избавиться от большинства камней в почках с помощью мочегонных средств маловероятно. Более того, чрезвычайно опасно. Дело в том, что под воздействием большого количества жидкости может начаться движение камня, но какого он размера и где он остановится, закупорив мочевые протоки, предугадать невозможно. В этом случае очищение почек, скорее всего, закончится поездкой на скорой помощи и экстренным хирургическим вмешательством, вплоть до удаления отмершей почки. О вреде диет мы с вами уже говорили в одном из предыдущих выпусков, и очищающие диеты ничем не отличаются в данном вопросе. Ознакомиться с тем, какой вред способны нанести диеты, вы можете, перейдя по ссылочке, находящейся в углу экрана. Еще одним из модных направлений является очищение организма с помощью урины. Но тут, я думаю, стоит уделить отдельное внимание этой теме и теме уринотерапии в целом. Вкратце стоит лишь отметить, что моча здорового человека содержит вредные и опасные для организма вещества: мочевую кислоту, мочевину, креатинин, аммиак, а в моче больных людей возможно еще и наличие ацетона, солей тяжелых металлов, всевозможных болезнетворных бактерий и других патологических примесей. Даже у относительно здоровых людей, вступивших на путь очищения организма уриной, как минимум наблюдается хроническая рвота, диарея, раздражение желудка и кишечника. Традиционной медициной доказано, что для внутреннего применения человеческая моча в большинстве случаев вредна и даже опасна. Но конкретно эту тему мы с вами обсудим в одном из ближайших выпусков. Любите и берегите себя, ставьте лайки и подписывайтесь на канал. Здоровья вам!